Когда-то давно, еще на заре 2000-х, когда небо было светлее и трава зеленее, каждый уважающий себя геймер выбрал свою сторону. Кто-то продолжал верить в PlayStation, а кто-то влюбился в тогда еще только вышедшую игровую консоль от Microsoft, Xbox. И вот уже 20 лет длится одна из самых кровавых и жестоких войн в истории человечества. Речь, конечно же, о всем известной консольной войне. Но совсем недавно все изменилось. 26 октября в игру вмешался человек, который уже обещал сделать Америку снова великой. И, судя по всему, начать он решил с консолей. Да, друзья, великий миротворец Дональд Трамп совершил очередной конфликт. На этот раз между Xbox и PlayStation. Ну а перед началом этого видео хочется попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. В него я довольно часто публикую моменты из своей жизни, процесса создания видеороликов, а также анонсы стримов. Перейти и подписаться на него вы сможете по QR-коду на экране или по ссылке в описании этого ролика. Возможно, вы не знали, но консольная война существовала еще задолго до появления Xbox и PlayStation. Так что, чтобы понять, откуда она началась, нужно вернуться в 70-е и 80-е годы, когда консольный гейминг только зарождался. Первая домашняя игровая приставка появилась в 1972 году и называлась Magnavox Odyssey. Но по-настоящему рынок взорвала компания Atari, выпустив спустя 5 лет консоль Atari 2600. That's what I want. The Atari 2600. Now with its new exciting games at a new low price. Тогда это была настоящая революция, ведь консоль предполагала возможность смены игровых картриджей, чего не было на ее предшественнице. Именно с момента выхода этой консоли игры стали похожи на игры, а не на бегающие точки по экрану. Из популярных проектов, создававшихся для этой консоли, вы по-любому сможете узнать Pac-Man, Space Invaders, Mario и Donkey Kong. Людям приставка очень зашла, миллионы проданных устройств, куча игр и появление понятия домашний гейминг. Однако продлилось это недолго, и к началу 80-х из-за завала рынка посредственными играми и появления персональных компьютеров, доступных для широкого потребителя, индустрия рухнула. Это событие получило название крах 1983-го. Об этом есть довольно много информации в интернете, если вам интересно будет послушать об этом подробнее, напишите в комментариях и обязательно выпущу отдельное видео на эту тему. Но если коротко, то крах 1983-го привел к закрытию компании, уходу крупных инвесторов из этой сферы и значительному сокращению количества продаж игровых консолей. И вот тогда на сцену выходит герой, изменивший все. В 1983 году японская компания Nintendo, до этого известная как производитель игральных карт и игрушек, выпустила консоль Famicom для внутреннего рынка. Через 2 года устройство было выпущено для европейского и американского рынков под названием Nintendo Entertainment System, или сокращенно NES. Именно благодаря этой консоли игровой рынок возродился, и у потребителей, разработчиков и инвесторов снова появился интерес к этой сфере. Друзья, вот на моменте написания сценария я понял, насколько же мы были близки к прекращению существования видеоигр как явления. Ведь после краха 83-го Nintendo могла не выпустить свою консоль, а значит за ней и не последовали бы и другие компании. И возможно сейчас игры бы либо вообще не существовали, либо являлись продуктом для очень узкой аудитории. Так вот, чтобы не повторить ошибки Atari, Nintendo ввели строгую сертификацию качества игр, что привело к выпуску большого количества культовых франшиз. По типу Super Mario, The Legends of Zelda, Metroid и многих других известных большому количеству игроков по сей день. К тому моменту ни о какой конкуренции не могла идти речь, ведь NES фактически монополизировала рынок. Но в конце 80-х появился новый игрок, готовый бросить вызов. Вот тут началась настоящая консольная война, ведь в 1989 году на рынок вышла Sega со своей Sega Genesis, или Sega Mega Drive за пределами США. Sega решила взять немного другую стратегию продвижения игр, отличную от Nintendo, и делать акцент на более взрослые игры и агрессивный маркетинг. Дошло даже до прямого унижения конкурента в рекламе в виде лозунгов по типу Genesis does what Nintendo don't. Что можно перевести как Genesis делает то, что Nintendo не умеет. Что в целом было правда, поскольку Genesis использовал 16-битную графику, в то время как Nintendo оставалась на 8-битной. У Sega впервые начала появляться жестокость в играх по типу Night Trap и Mortal Kombat, и компании пришлось сделать первую в мире систему экспертизы игрового контента Video Game Rating Console, чтобы избежать серьезной цензуры. Это позволило Sega поставлять игры с незначительными цензорскими изменениями или без цензуры вообще, что значительно выделяло их на фоне конкурентов. Рекламные ролики Sega тогда высмеивали Nintendo, а Nintendo в свою очередь отвечала качеством и стабильностью. 16-bit arcade graphics. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What
Nintendo. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st. В то время игроки впервые разделились на два лагеря, и это был первый случай, когда консоли боролись не только на рынке, но и в сознании людей. Телевидение, журналы, постеры — все жили этой войной. Впервые видеоигры стали настоящей поп-культурой. А в середине 90-х Nintendo выпустила Super Nintendo Entertainment System, или же по-простому SNES. Sega в то же время выпустила Sega Mega Drive 2, а затем Sega Saturn. Но на арену выходит новый, более мощный игрок. Речь, конечно же, идет о Sony с их легендарной PlayStation. Изначально компания хотела сотрудничать с Nintendo и совместно выпустить первую консоль с CD-приводом. Но Nintendo отказались от сделки, а в Sony решили не забрасывать эту идею и сделать свою консоль. Так в 1994 году появилась PlayStation. И это был настоящий взрыв. 3D-графика, использование CD-дисков вместо картриджей, что давало разработчикам возможность записать на них намного больше контента, музыка, видеоролики, огромные миры и, конечно же, появление новых легенд, таких как Final Fantasy VII, Metal Gear Solid и Gran Turismo. Тут мы плавно переходим к современному этапу консольной войны, который начался с момента выпуска Microsoft своей консоли Xbox. Тогда все уже забыли про Sega, а Nintendo решили пойти своим путем и сконцентрироваться на собственных играх. Самая напряженная и легендарная фаза войны началась с выходом Xbox 360 и PlayStation 3. У Xbox было преимущество, он раньше вышел, был дешевле, в то время как PS3 была дороже и сложнее в разработке, хоть и более мощная, чем ее конкурент. Именно тогда компании начали делать ставку на эксклюзивы в виде Uncharted и God of War на PlayStation и Halo с Gears of War на Xbox. Не забываем, что в то время активно развивались YouTube, социальные сети и различные форумы, которые, кстати, стали ареной для этой войны. Различные блогеры обсирали и покрывали матом с ног до головы тех, кто с ними не согласен. Казалось, эта война будет вечной. В нем реально нет смысла. Если мне нужны будут игры и высокий онлайн, я выберу PlayStation 4. Если мне нужен будет хороший графон, я выберу ПК. Но это, по сути, отрыжка. Конфликт не утих и с выходом следующего поколения консолей PS4 и Xbox One. Sony все так же делали ставку на эксклюзивы, в то время как Microsoft потихоньку уходили в кросс-платформу. Если это можно так назвать, ведь по сути их игры все еще существовали в рамках их собственной экосистемы Xbox и Windows, где-либо еще в них поиграть было невозможно. С недавнего времени война нормализовалась, хоть сразу после выхода PS5 и Xbox Series было много споров между фанатами обоих платформ, но уже становилось очевидно, что конфликт подходит к своему завершению. Sony последовали за Microsoft и начали выпускать свои игры на ПК, что не понравилось некоторым их поклонникам, так как они больше не видели смысла в консолях PlayStation. Но почти полным окончанием этой войны можно считать выпуск главного эксклюзива Microsoft Forza Horizon 5 на PlayStation. Сейчас вроде бы ходят слухи о том, что следующая консоль Xbox вообще будет последней, и Xbox станет просто сервисом по типу Steam, где можно будет покупать игры и возможно играть в них в облаке. Тогда PlayStation станет монополистом, как когда-то было с Nintendo, но я не думаю, что в таком статусе они продержатся вечно. Скорее всего, появится еще один крупный игрок и война возвратится. Мы в любом случае этого не сможем узнать прямо сейчас, поэтому приходится только наблюдать. Так при чем тут малыш Донни? 26 октября компания GameStop опубликовала на своем официальном аккаунте в X декларацию об окончании консольной войны, в которой заявила, цитирую: «Принимая во внимание, что в течение последних 2 десятилетий мировое игровое сообщество было вовлечено в продолжающийся и все более мелкий конфликт, известный как консольные войны. Принимая во внимание, что указанный конфликт возник в начале 2000-х годов с выпуском Halo Combat Evolved в качестве эксклюзивного титула для Xbox. Принимая во внимание, что Halo Campaign Evolved официально выйдет на PlayStation в 2026 году с кроссплатформенной игрой. Поэтому GameStop, действуя в качестве нейтральной организации мирового лидера в сфере розничной торговли играми и обмена, настоящим объявляет об официальном прекращении консольных войн. Все претензии на эксклюзивность настоящим аннулируются. Лоялистам консоли предписывается прекратить враждебные действия, распустить вооруженные формирования и наслаждаться новой эрой игр. GameStop продолжит работать в качестве демилитаризованной зоны, предлагая оборудование, аксессуары и обмен подержанных товаров участникам конфликта со всех сторон, власть игрокам. Кто не в курсе, GameStop крупнейшая сеть магазинов видеоигр, то есть их голос очевидно имеет вес. Но когда крупные компании не шутили? Конец консольной войны и так был очевиден, а GameStop решили просто это задекларировать в шуточной манере. Я, наверное, как и вы, не узнал бы об этом посте, если бы не официальный аккаунт Белого дома в том же X. В общем, они репостнули эту публикацию от GameStop, подписав его последней фразой из декларации Power to the Players, или же власть игрокам, а также прикрепив и картинку Трампа, изображенного в броне Master Chief из Halo с американским флагом за спиной, на котором, кстати, 40 звезд вместо 50. Видимо, окончание консольной войны предполагает отказ США от некоторых своих территориальных владений. Конечно же, геймеры не могли упустить свой шанс. После публикации поста мемы посыпались как дождь в Silent Hill.
Возможно, вы заметили, как пользователи интернета несерьезно относятся к этой войне. Ведь действительно, в 25 году консольная война и так уже была скорее идеей, чем реальностью. Уже нет эксклюзивов, за которые так боролись фанаты консолей. Sony выпускает свои тайтлы в Steam и на Xbox, в то время как Microsoft активно портирует свои игры на PlayStation. Сервис PlayStation Plus почти стал похож на Xbox Game Pass и все так же предлагает огромную библиотеку неплохих игр. Да и происходит это явно не просто так. Выпуск игр на платформах конкурентов происходит не от того, что компании резко решили перестать ненавидеть друг друга. Они просто поняли, что в таком случае будут получать гораздо больше прибыли, ведь их проекты станут доступны буквально везде, будь то PlayStation, Xbox или ПК. Так что заявление о завершении консольной войны нужно было делать намного раньше. Но самое интересное, на фоне этого минного заявления Белого дома происходило кое-что вполне реальное. Трамп подписал серию торговых указов, увеличивавших тарифы на импорт электроники из Азии. Из-за этого консоли резко подорожали. Sony даже подняла цену PS5 из-за пошлин. И вот тут, если вдуматься, консольная война действительно закончилась, потому что с такими ценами никто не будет эти консоли покупать. Если взглянуть это совершенно другой стороны, в этом есть что-то гениальное. Трамп всегда был мастером пиара, он никогда не упускает возможности использовать любую ситуацию, чтобы продвинуть свое имя. В этот же раз он решил использовать игровую культуру, чтобы обратить на себя внимание молодежи. Интернет смеялся, но по факту это сработало. Имидж Трампа на короткое время стал геймерским, мемный президент стал мемным героем. И все, что он сделал, просто опубликовал картинку. Все это, конечно, смешно, но ведь в какой-то мере мем про Трамп завершил консольную войну отражает реальность. Люди устали от споров, устали от бесконечных одинаковых релизов и агрессивного маркетинга. Игры перестали быть поводом для споров и уж тем более для войны. Они стали просто развлечением. И если для понимания этого потребовался Трамп в костюме персонажа из Halo, пусть будет так. Так закончилась Великая консольная война. Не с помощью огня и слез, а с помощью мемов. Закончилась там, где рождается все великое, в интернете. Я считаю, что в этой войне в первую очередь выиграли игроки. Ведь теперь у нас есть возможность играть в наши любимые игры на чем угодно. Будь то PlayStation, Xbox или ПК. И теперь нет разницы, на чем вы играете, ведь нас объединяет самое главное. Мы геймеры. Главное, чтобы вы не были фанатом Nintendo.